Развесь картинки, хочу машину, квартиру, там полная чушь. Это, оказывается, последствия какой-то вот этой вот детской травмы. Ты обрекаешь себя на бесконечный стресс. Я их называю психологи. Большего бреда, вообще говоря, очень сложно придумать. В сети сейчас огромное количество контента от психологов, и все что-то советуют. Да. Я собрал самые популярные советы психологов. Сейчас вам о них расскажу и хочу получить ваше мнение по этим советам. Зарабатывать можно только на том, что нравится, а то, что не нравится, денег не принесет. Большинству людей все-таки не нравится работа, которую они делают. Удивительно, да? Поэтому, наверное, слушать «Кисельные берега» вот по поводу того, что зарабатывать хорошо можно только на том, чем нравится, это такое самоуспокоение людей, что они не зарабатывают сейчас достаточно, потому что, ну да, им же работа не очень нравится, текущая, да, ну вот поэтому они мало зарабатывают. Что ты вот это утверждение достал, это психологи. Как еще раз? Психологи. То есть это люди, которые реально продают таблетки успокоения, да, и я их называю психологи. В принципе, люди, которые хотят таблетки успокоения, они могут прекрасно слушать этих психологов. Ну, ты знаешь, если ты слушаешь психологов, ты как бы сам становишься таким. Вместо слушания всяких психологов, да, найди дело, в котором у тебя получается. Не сиди в деле, которое у тебя, ну, так, соу-соу, колышется что-то. Или ты его, вот, что ты делаешь? Я дело делаю, работу работаю. Вот перестань работу работать. Говори только про себя. Игорь, вот если человек, например, повел себя как сволочь, мы в рамках этой концепции не можем сказать, что он негодяй. Мы должны сказать, что я чувствую себя неловко, я чувствую себя обиженным. Что вы думаете об этом? То есть, если тебе под дверь насрали, да, значит, ты должен выйти такой и сказать: я понимаю, я чувствую себя как-то вот нехорошо, я понимаю, вас, может быть, цвет моей двери раздражает, я подберу цвет, чтобы он вас так не сильно раздражал, но я довожу до вашего сведения, что мне сейчас так нехорошо, что вы насрали под мою дверь. Я себе плохо представляю, что так будет кто-то говорить. Ну, прям думаю и прям вижу, да, что первое, что сделает сосед, если под его дверь насрали, выйдет и в морду даст. А потом достанет вот эти рекомендации, да, и выполнит их. Потому что согласен с этими рекомендациями, да, но настаиваю на то, что сперва надо в морду дать. Вот. Ну, правда. А вы точно психолог? Нет, ну слушай, здесь такая штука, что если человек сохранит в себе вот этот надрыв, вот этот гнев, как я его называю, и тем или иным образом его не выплеснет, какую-то куклу не изобьет там, да, или в морду кому-то не даст и так далее. Ну, слушай, от этого развиваются другие психические болезни. Поэтому если тебя разрывает на части и у тебя гнев, вырази этот гнев. Если тебе достаточно выразить это такими словами: вы насрали под мою дверь, я чувствую себя нехорошо, я довожу до вашего сведения, что мне так хреново. Если это достаточно для выражения твоего гнева, да, ну окей, все. Вот мне лично недостаточно, поэтому когда в следующий раз, если кто-то насрет под мою дверь, сперва он огребет как следует, да, а дальше я тут же применю вот эти вот подходы. Визуализируй свой успех. Мысли материально. То есть развесь картинки, хочу машину, квартиру, там, смотри на них и каждый день представляй. Слушай, ну сразу тебе скажу, большего бреда, вообще говоря, очень сложно придумать. Применение этого подхода, оно сажает тебя в тюрьму твоего однобокого представления. Такое ощущение, что когда у тебя случится это материальное приобретение, машина, квартира, что бы то ни было, да, что за ним последует какое-то обретение счастья. И в результате получается так: до обретения этого ты не живешь, ты как бы набегаешь на эту цель, а после, когда ты не ощущаешь счастья, да, ты получаешь депрессию, упадок и так далее. То есть ты и тут не жил, и там не живешь. Слушай, вот ты сказал, что это психологи говорят это, но не говорят психологи это.
Вот этот подход, когда некоторые люди советуют другим визуализировать свою хотелку, хочуху, его можно и следует использовать только лет до 12. Вот это подход, который можно детям давать, когда дети говорят свое «хочу» и визуализируют свое «хочу», и они тренируются вообще что-либо хотеть. Это очень правильно. Но слушай, после 12 лет применять этот принцип хочухи, более того, ставить его во главу организации своей жизни, это просто глупо. Вселенная видит тебя только когда ты действиями себя обозначаешь. Если ты представляешь себе себя на машине, что ты едешь, смузи, коктейль, девушки там рядом и все, то это с тобой случится, что Вселенная сама позаботится. Не позаботится Вселенная, потому что Вселенной на тебя пофиг, понимаешь? Поэтому смотри, как это работает. Первое. Действительно важно решить, что ты хочешь. Пусть бы даже это машина. Окей, пусть. Да, визуализировать себе, наклейки сделай на компьютер, там на какие-то картинки сделал. Окей. Всем расскажи об этом. Всем расскажи, чтобы у тебя на попятную не было, да? Изучай это. Как заработать на машину. И идентифицируй себя с тем, что ты окажешься там. Таким образом, ты отправишь себя в процесс делания, то есть зарабатывания машины. И если ты в процесс делания, зарабатывания и каких-то других действий по сравнению с тем, что ты сейчас делаешь, не отправишь, конечно, никакой машины у тебя не будет, у тебя только останутся наклейки. Когда ты убедишься в себе, что ты можешь отправлять себя на целенаправленные действия, и после этих действий случаются машины, квартиры, что-либо, я тебе рекомендую переключить свои замыслы на что-то более важное, нежели чем на объекты материального толка. Есть утверждение психологов, что все из детства. Те проблемы, которые у нас возникают сейчас, имеют какие-то предпосылки в детстве. И что нужно разбираться с этими проблемами, возникшими давно. Возможно, виноваты родители, которые неправильно воспитали. Вот если тебе не дано создавать или предсказывать будущее, то ты пытаешься предсказывать прошлое. То есть объяснять прошлое. В результате так популярно среди так называемых психологов и прочих инфобизнесменов попытка эскалировать тему, что все наши проблемы или несчастья или беды, да, они от каких-то там детских травм. Они даже так называют это — травмы. Слушай, в детстве у всех все было там, слушай, черти что там было, да? И таким образом они в какой-то момент подсовывают тебе, твоему мозгу, обоснование, да? И твой встревоженный мозг простраивает вот эту вот корреляцию. Например, то, что у тебя денег недостаточно сейчас зарабатывать, это, оказывается, последствия какой-то вот этой вот детской травмы. Херня полная, понимаешь, вот полная чушь. Но дело в том, что это не несет людям никакого избавления от страдания, от того страдания, которым им не нравится страдать. Понимаешь, они продолжают искать, находить все новые детские травмы, которые обосновывают то, что с ними сейчас это норм, и деваться некуда, потому что смотри, какой каркас. Охренеть. Мы же не можем исправить детские травмы. Они же уже были, они записаны, да? Это означает, что то состояние, в котором мы есть, мы намертво пригвоздили вот этим всем каркасом обоснований. Прошлое не так сильно влияет на тебя, как то действие, которое ты сделаешь сегодня. Очень частая установка психологов — мысли позитивно. Да, я вижу эту фразу «мысли позитивно», но, во-первых, здесь есть академические исследования, которые показали, что выборка людей, мыслящих позитивно, никаким образом не влияет на то, что у этих людей был успех. То есть выяснилось очень интересно по исследованию, что люди, которые реалистично относятся к миру этому, у них больше успеха. Они реже попадают в какие-то ловушки и так далее, у них все более-менее ровно и даже сильно. Так устроен человек, что у него все эмоции будут. Радость будет, печаль будет, грусть будет, гнев будет, все будут вещи. И поэтому, если мы отказываем себе, скажем так,
полном проживании всех чувств и хотим проживать только какие-то радостные и так далее, мы выхолачиваем себя, и я так скажу, нет таких людей, которые испытывают только такие вещи. Но если ты возьмешь Инстаграм какой-то там, девушки, мальчика, ты можешь увидеть, что вот такое ощущение, что он постоянно на позитиве, то есть такое ощущение, что вот под каким-то вот он воздействием сильнодействующего там вещества находится постоянно, зубы, значит, там, лодка, там, машины, девчонки, да, и так далее. Но это же неправда. Ну, это просто некие картинки. Инстаграм — это вообще культура, значит, инсталляция. Моя инсталляция в те места, когда я улыбаюсь. Ну, внедрив в себя установку, стремление к чему-то там позитивному, ты обрекаешь себя на бесконечный стресс. Психологи говорят следующее: делай только то, что нравится, не иди на поводу у близких. Ну, в целом, я соглашусь с убежденностью, что нужно слушать себя и делать то, что ты действительно хочешь, а не исполнять чьи-то правила или чьи-то прихоти, или обслуживать чьи-то интересы. В целом согласен. Но есть нюансы, черт побери, в каждой фразе. Ну, например, какие нюансы? Ну, если тебе хочется выпить наркотиков, там, поддать и так далее, видишь, как применить эту фразу впрямую? Типа, делай, что хочешь. Вот хочется тебе нажраться. Видишь, не подходит эта фраза. Поэтому есть нюансы, конечно. Поэтому, смотри, я ненавижу цитаты. Они ложь, они проживание. Жизнь по уму размазанная, дрожь по чужому признанию. То есть все вот эти цитаты, они буквально прошивают людей иногда, да, и люди, буквально их воспринимая, цитаты — это такие гвозди. Вот. Если ты с помощью гвоздя выстраиваешь отношения с другим человеком, ты царапаешь и его, и себя. Не надо.